Добрый день, друзья! Вы очень часто и очень много задаете мне вопросов, пользуюсь ли я тем или иным препаратом для орхидей, или для подкормки, или для стимуляции. И вот в сегодняшнем видео я начинаю цикл своих рассказов о тех или иных препаратах, которыми я пользуюсь или не пользуюсь. Для того, чтобы вам рассказать, но не просто с моей точки зрения, я всегда опираюсь на какие-то научные исследования или на тех биологов и химиков, которые действительно могут точно рассказать, нужен ли этот препарат, но не только орхидеям, а вообще растениям. А так как орхидеи – это не просто садовый цветок, это эпифит, то даже те, кто рассказывают о просто садовых растениях, надо понимать, применимо ли это к нашим орхидеям. И сегодня рассказ о перекиси водорода, борной кислоте. Но так как я вам ее не показываю, вы понимаете, что у меня ее просто нет. И о применении аптечного йода для наших орхидей. Появилось какое-то невероятное количество рассказов о том, что нужно применять прямо или всю таблицу Менделеева, или все, что можно купить в аптеке, применять к нашим орхидеям. Здравствуйте, Юльчик. Юльчик, но ты меня будешь мешать. Ложись вот там рядышком со мной ложись. Давно спрашивали, что ты не появлялся в кадре. Ты плакал. Ну вот здесь посиди рядышком со мной. Посиди, только не мешай, Юля. Хорошо? И применение абсолютно всех препаратов, которые есть в аптеке, ну это просто кошмар какой-то, что происходит с информацией в интернете. Давайте разбираться. Я вам очень часто показываю, что я применяю перекись водорода. Причем применяю я ее, когда обрезаю цветоносы в основном. Корни я не обрабатываю. Единственное видео, которое выходило в прошлом году летом, мы попытались обработать с вами горшки от зеленых водорослей. И в том видео, пока я вам рассказывала что-то о перекиси водорода, мы залили в горшочек воду с перекисью, и потом посмотрели, да, какой-то эффект был, но полного эффекта не было. И вот сейчас я вам просто дорасскажу, что же делает перекись водорода. Прежде всего, перекись водорода обеззараживает. Она не полезна и не вредна нашим орхидеям. Ну, в плане полива корней. Она никак не работает. Она просто обеззараживает. Но есть обратная сторона медали. То есть даже те же самые водоросли. Вот она все обеззаразила. И ваша орхидея якобы чистейшая. И вот на эту чистую орхидею, на эти чистые корни может тут же, то есть вы у нее как бы немного подрываете иммунитет. Ну, немного, но вот на эти чистые корни ничего чистейшего, вот чистейшего. Чистейшее бывает только при стерилизации, наверное, в операционных, где действительно нельзя, чтобы ничего попало. Когда разрезают, зашивают, вот туда ничего не должно попасть. Вот там должно быть чисто. А здесь, когда у нас с вами воздух наполнен бактериями, грибами, бог знает чем, мы никогда не определим вот состав воздуха, который я держу в ладошках, что на нем есть, что в нем, вернее, есть. И вот на эти чистейшие корни сразу что-нибудь начинает заселяться. А уж что заселится? И вот использованием перекиси на корнях мы, не то что стерилизуем орхидею, а не даем ей... Юля, ну ты не мешаешь рассказывать. Ну ты очень часто сегодня в кадре появляешься. Мы подрываем ее иммунную систему. Поэтому применение для корней – это бесполезная трата ваших денег.
можно только, если листик отрезали, но вдруг там что-то надо, цветонос отрезали. Вот здесь просто чистое обеззараживание. Вот для чего я применяю перекись. Вот такого флакончика перекиси 3% у меня хватает года на 2. Так, с йодом в самом конце. Теперь, бор я вам не покажу, у меня действительно нет борной кислоты. Она продается в аптеке в пакетиках, она продается... Вот сейчас я вам покажу, что нам стали предлагать наши супермаркеты разнообразные. Вот в таких пакетиках продается, есть и борная кислота, но так как я борной кислотой не пользуюсь, я ее даже не покупала. Янтарную кислоту я вам уже рассказывала про нее, поэтому я покупала специально для того, чтобы вам показать. Хелат железа, тоже мне когда-то показалось, что нужно обработать орхидею хелатом железа, но, как видите, пакетик закрыт, я его так и не применила. Но хелат железа — это когда пожелтение листьев и такие прожилочки образуются. Сейчас расскажу, почему не использовала. Вот в таких же пакетиках есть и борная кислота. То есть, когда мы начинаем искать, покупать, спрос рождает предложение. И производители насыпят нам в пакетики все, что мы захотим. Но нужно ли это применять к нашим орхидеям? Есть прекрасные наборы микроэлементов, в которых бор обязательно присутствует. И в виде кислоты, как таковой, я ее не использую. Да, бор нужен нашим растениям, нужен обязательно, потому что вот у меня к этой упаковочке есть вот такая инструкция, такая большая инструкция, где написано, для чего цинк, для чего медь, железо, азот, бор, марганец, молибден, кобальт и магний. Как он используется растениями и что бывает, когда не хватает какого-то из этих микроэлементов. Микроэлементов значительно больше, чем здесь написано, но именно в этом флаконе написано все, что здесь присутствует. Кстати, они выпускают 4 вида разных, с разным содержанием микроэлементов, они здесь пишут. Так вот, для чего же нужен бор? Или так называемая борная кислота? Чтобы не было разночтений, я вам просто зачитаю, что здесь написано. Растение бор отвечает за формирование цветков, завязей и полноценных плодов. Если вы, конечно, хотите свою орхидею, обязательно, чтобы у нее выросли семена, может быть, плоды, не знаю, как это выглядит. Бывает, вы же знаете, что орхидея ваниль, стручки ванили, это семена, такие у нее. Увеличивает процент завязывания плодов. Нужно нам это или не нужно, не знаю. Играет важную роль в делении клеток, синтезе белков и является необходимым компонентом клеточной оболочки. Да, вот это важно. Здесь и для плодов, и для наших листиков, для клеток это важно. Но как таковой бор, его в хелатной форме, практически его синтезировать нельзя. И если вы берете борную кислоту и разбавляете водой, это не хелатная форма, которая в той или иной степени нужна нашим орхидеям. Есть прекрасные комплексы микроэлементов. Вы тогда сделаете не только подкормку бором, но и всеми остальными важными микроэлементами для орхидей. Составы разные. Вот это чисто микроэлементы. Правда, вот в этом еще присутствует в микродозе азот. Но это тоже неплохо, в принципе. Поэтому здесь более адаптированные формы именно
подкормки с бором и с другими микроэлементами. То есть, вот, когда вы берете что-то одно, вот у меня всегда возникает вопрос, когда вы успеваете подкормить отдельно бором, цинком, марганцем, еще какими-то элементами, ведь это все отдельные подкормки, а при каждой отдельной подкормке надо выдерживать 2 недели для того, чтобы растение усвоило это. Раньше вносить следующий микроэлемент или хотя бы этот же микроэлемент просто невозможно. Как у вас хватает времени даже за год подкормить и бором, и тем, и другим? И самое главное же, нужно обязательно делать подкормки с азотом, фосфором и калием. Вот когда, в какие промежутки времени, а еще у нас по полгода цветут орхидеи, вот как вы в полгода это все умещаете? А когда вы неделю делаете одно, неделю делаете другое, неделю делаете третье, вот тут наша орхидея говорит: боже мой, я, во-первых, не могу усвоить, во-вторых, не могу переработать. И она перестает расти. Вот вам кажется, вот корень раскуклился и пошел, а потом он раз и остановился. Она просто останавливается, она не переносит этой вашей любви, которую вы делаете. Вот возьмите простой комплекс микроэлементов. Но такие микроэлементы очень часто содержатся просто в удобрениях. Просто в удобрениях, где присутствует 3 главных элемента, нужным нашим орхидеям. Это азот, фосфор и калий. Я не устаю это повторять. И там есть набор микроэлементов. Зачем отдельную делать подкормку? Ведь бор не нужен в огромных количествах. Его, например, можно вносить раз в месяц. Он не накапливает растением, он все время его использует, расходует. Но это не значит, что нужно все время пичкать орхидею одним бором. Поэтому покупайте лучше всего наборы микроэлементов. Эти наборы продаются в обыкновенных супермаркетах. Вот такие маленькие пакетики. В простых супермаркетах, в Ашанах, я знаю, что не у всех есть Ашаны, в садовых каких-то центрах. В интернете можно выписать, если вы живете где-то очень далеко от большого города. Но это все есть. И не нужно идти в аптеку для того, чтобы только бором подкормить орхидеи. Есть еще, кстати, вот такие гуматы. Вот я не люблю такие пакетики, вернее, пакетиков производителей, у которых нигде не написан состав. Если бойские удобрения, они всегда дают состав микроэлементов. Если вот это удобрение тоже дает состав, сколько, чего, где находится, как. Вот написано состав. Вот на таком пакетике состава нет. И что они туда еще положили, как сопутствующий, я не знаю. Поэтому такие чаще всего я не использую. Один раз использовала, мне не очень понравилось. И, кстати, гуматами, сейчас покажу вам еще одно удобрение. Удобрение для орхидей. Продается в фикс-прайсах. Цена... Я не помню, по-моему, что-то до 50 рублей. Я один раз подкормила, решила больше этого не делать и перейти на свои удобрения, которыми я пользуюсь. Обязательно расскажу вам, обязательно не задавайте вопросов, я обязательно расскажу, как купить правильное удобрение для орхидей. Да, здесь есть состав. Да, они дают состав. Но надо читать, что же здесь написано дальше. Сейчас я вам зачитаю. Написано, что азот, фосфор, калий, микроэлементы такие-то. И последней строчечкой написано янтарная кислота. И гумат калия. Вот вы представляете, что вы взяли удобрение, думаете, что это все прекрасно, а там в составе есть янтарная кислота. А если ваша
орхидея, ну, есть какие-то там черные точечки на корнях или еще что-то. Вот янтарная кислота даст рост всей черноте, которая у вас есть на орхидее. И на этом же удобрении написано, что гуматами пользоваться можно не чаще раз в месяц. Но в научных источниках говорят, что гуматами пользоваться можно для орхидей раз в 3-4 месяца, а то и раз в полгода. Вот так. А теперь о йоде. Вот о таком оптичном йоде. Я сказать, что удивлена о том, что рассказывают, что вот такой йод полезен, нужно делать поливы, и от него растут корни. Ну, я пересмотрела невероятное количество блогеров и пришла в ужас от этого. Перечитала огромное количество литературы о йоде именно для орхидей. Если у вас есть возможность посмотреть канал «Про цветок», который ведет Иван Русских, во-первых, он биолог, во-вторых, все биологи – химики. Как он правильно рассказывает о применении этого йода. К сожалению, я не могу дать вам прямую ссылку на его канал, но это имейте в виду, что это не реклама его канала, потому что YouTube просто блокирует такие сообщения. И еще сразу вам скажу, что если вы вдруг написали сообщение, и оно через какие-то секунды, буквально минуты исчезает, YouTube сообщение с крупными большими буквами и со ссылками, и еще он что-то там, ну, это он сам знает, что ему не нравится в сообщении, он берет на проверку. И такое сообщение может мне не показаться в течение 3, 4, 5 дней. Ну, вот такие правила у Ютуба. Поэтому на канал «Про цветок» я вам ссылку дать просто не могу. Если найдете, заходите, смотрите. И вот что Иван рассказывает. Вот такой йод, он вообще бесполезен не только для орхидей, а вообще для всех растений. Он просто бесполезен. Потому что, во-первых, это спиртовая настойка. Во-вторых, 2-3 капли на литр – это вообще ни о чем. И если рассказывать, что «ой, полила йодом, и корни пошли расти». Йод вот в таком виде растениями вообще не усваивается. И если пошли корни расти, значит, к этому уже была предпосылка. Йод не сыграет никакой роли. Вообще йод даже в растениях не накапливается. Накапливается только в морских, ну, вы знаете, в морских водорослях, где действительно большое содержание йода. А вот в наших вообще всех растениях, которые растут в земле и у нас в горшках, это не накапливается никак. И вот когда вы разводите йод в воде, это опять, это не хелатная форма. Это не хелатная форма, которая нужна нашим растениям. И если вы по какой-то причине решили, что вам нужно подкормить, вот как-то вам растение рассказало, я даже не знаю, каким образом оно это сделало. И если вы решили, что нужно подкормить йодом, вот для чего-то обязательно нужно. Опять же, в микроэлементах это все учитано. Есть, опять же, вот такие гуматы, 7 микроэлементов плюс йод. И если вам это хочется, сделайте это в хелатной форме, которая будет доступна нашим растениям и будет усваиваться. А вот это бесполезный вариант и трата, опять же, лишняя трата ваших денег. На живых растениях я такие эксперименты проводить не буду. И я вам все время рассказываю. Недавно снимала обзор своих полок. Показывала, как у меня цветут орхидеи. Ни йода, ни борной кислоты я никогда не применяю. Вы видите, как я применяю перекись водорода.
я вам рассказывала, как я применяю микроэлементы. И обязательно вам расскажу, как же все-таки вернее, я даже уже об этом рассказывала. У меня есть уже 2 или 3 видео о том, как я применяю удобрения. И хочу вам сказать, что для того, чтобы нарастить корни, не нужен йод. А основной элемент – это фосфор. От фосфора прекрасно растут корни. И не надо фосфор, опять же, использовать сам по себе. Нет, его нужно использовать в совокупности еще с азотом, фосфор, калий плюс микроэлементы. И тогда ваши орхидеи будут здоровые, растущие и цветущие. И все вот такие, как рассказывают многие подкормки, запомните, запишите, никогда нельзя делать на нездоровых орхидеях, только на здоровых, потому что все кислоты, они дают рост патогенным бактериям. Но все, абсолютно все. Будьте очень аккуратны с такими экспериментами. И если вам действительно хочется использовать йод, я не могу сказать используйте. Не могу. Когда вы видите какую-то новую информацию о каком-то новом препарате, дождитесь, пожалуйста, того, когда вам покажут результат. Не расскажут, вот я вот эту орхидею 3 дня назад, 5 дней назад обработала, и вот она, что-то с ней произошло. И если после применения йода вам кто-то покажет орхидею через месяц, через год, через 2, через 3, через 4 и скажет, что она жива и здорова, но мне одна из моих подписчиц рассказала, что муж потихоньку поливал йодом. И через 4 года орхидея, не знаю, как сказать правильно, покинула нас, наверное, вот так. Поэтому издеваться над орхидеями можно очень долго. Они многолетники, они очень долго живут. Где-то есть сведения, что в Англии орхидея живет 150 лет. И я думаю, что йодом ее не удобряют, борной кислотой ее не посыпают. Поэтому, думайте и делайте сами выводы. И я вам всегда показываю какое-то количество своих орхидей, у которых растут корни, растут цветоносы, они зацветают. Вот эти 2 орхидейки я показывала в обзоре, тогда был 1 цветочек, и здесь был 1 цветочек. У меня написано, что это кимоно, она действительно похожа на кимоно. А это орхидея Summer Bright. И если вам интересно, вы можете посмотреть, когда я покупала эту орхидею, и ничем, кроме удобрениями, я ее не поливала. Цветонос, пожалуйста, и сейчас на передний план вынесу. Корни вы сами все видите, да? И растет листик. А корни, понятно, вот они. Вот. Здесь большое количество корней, здесь тоже есть корни. Как всегда, есть в горшке прекрасные корни. Вот это показатель того, что не обязательно для того, чтобы нарастить корни, нужно орхидею поливать йодом, борной кислотой, перекисью водорода и еще многими выпускаемыми какими-то препаратами, о которых я постараюсь вам обо всех рассказать. Так что до новых встреч, увидимся на канале.